Шойгу предсказывает голод. Украдена база оппозиционных магазинов. Доставка антиматерии. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 4 апреля, 14:30. 2 апреля секретарь Совета безопасности России и поставщик шаманов для Путина Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Египта заявил, что нищета и голод коснутся миллионов людей из-за событий в Иране. 21 марта мы рассказывали, как в России сотнями без объяснений уничтожают домашний скот. 29 марта правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил, что организатора митинга против массового изъятия и забоя скота Сергея Крупенько задержали по дороге на мероприятие и позже оштрафовали на 250 тысяч рублей. 4 апреля издание The Insider со ссылками на издание «Сибирский экспресс», 7/7, блогеров и фермеров сообщило, что государственный телеканал ОТС опубликовал сюжет, в котором якобы фермеры благодарят власти за изъятие скота. Среди участников видеозаписи обнаружены сотрудники и руководство администрации, учительница и мужчина, который держал всего 2 баранов. 2 апреля новостное агентство Reuters сообщило, что Министерство сельского хозяйства Китая подтвердило ящур типа САД-1 у крупного рогатого скота в Синьцзяне и Ганьсу. От этого типа ящера стандартные китайские вакцины не защищают. 27 марта издание агентства сообщило, что в одном из сервисов, предоставляющим доступ к украденным базам данных, появилась база данных клиентов магазинов, продающих, как сказано, товары оппозиционного содержания. Помимо персональных данных покупателей, в ней встречаются ярлыки типа «оппозиционер», «адепт новой газеты». 2 апреля правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что ЕСПЧ признал несправедливым суд над историком Юрием Дмитриевым, который нашел место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинского террора, за что находится в тюрьме. 31 марта издание «Журнал де Негосиуш» по материалам новостного агентства «Луза» сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил Португалию за тесное экономическое и оборонное сотрудничество. Правительство Португалии разрешило использование авиабазы Ложеш только в ответ на атаку в рамках обороны или возмездия, что действия должны быть необходимыми и соразмерными, и что они могут быть направленными только на военные цели. И новости с другой планеты. 24 марта Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН сообщила, что им удалось перевести 92 антипротона в грузовике по территории центра. Пока это тестовый этап подготовки к транспортировке в другую лабораторию. 3 апреля издание Евроньюз сообщило, что 3 астронавта из США и 1 из Канады миссии Артемис-2 летят по траектории облета Луны и возврата на Землю. 30 марта издание Tech Noticias сообщило, что в португальской версии хакатона EUDIS Defense победителем стала команда, разработавшая проект RF Sentinel с системой обнаружения дронов, созданной 2 исследователями из Института коммуникаций и Университета Авейру. Россия не их собственность. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и поддерживайте тех, кто сопротивляется.